Если ты случайно приведешь в действие эти пружинные фиксаторы, произойдут две вещи. Во-первых, все фиксаторы защелкнутся и вопьются в твое тело. А в следующую секунду все детали аниматроника, а это острая сталь и твердый пластик, немедленно проткнут тебя. Ты умрешь, но умрешь медленно. Ты почувствуешь, как детали протыкают твои органы. Костюм пропитывается твоей кровью. И несколько долгих, очень долгих минут ты будешь знать, что умираешь. Ты попытаешься кричать, но не сможешь, потому что к тому моменту твои голосовые связки будут разорваны, и твои легкие будут наполняться твоей собственной кровью, пока ты в ней не захлебнешься. Откуда вы это знаете? А как ты думаешь? Желание, контроль, одиночество, лишение рассудка, последствия. Это видео будет являться лишь моими мыслями насчет того, как Уильям Афтон стал убийцей. Проще говоря, теория. Как я уже говорила ранее, 5 новых книг являются ответом на вопрос о том, что такое произошло с Уильямом Афтоном, что он начал убивать. Именно тематика этих книг раскрывает нам все, и возможно последнее. Но так как она еще не вышла, мы будем рассуждать отдаленно. Я долго думала над тем, что могло послужить толчком для одного человека, чтобы он в будущем стал серийным убийцей. И на ответ натолкнуло меня описание последней книги. Чудесные безделушки открывают свои чудовищные силы. А теперь же давайте посмотрим, как убивал Уильям. Он надевал костюм Спринг Бонни. При этом, без него даже, он отказывался что-либо говорить. Когда Чарли схватила его, в нем он становился не только человеком, он становился чем-то бездушным, что-то вроде робота. Вспомните его мертвые глаза. Но при этом и в костюме Фредбера было то же самое. Есть моменты, где он убивал без костюма. Но так или иначе, весь Уильям целиком и полностью привязан именно к Спринг Бонни. Это и заставило меня предположить, что все дело именно в костюме, а не в Уильяме. Поэтому я прямо сейчас готова рассказать всем вам, как может зародиться серийный убийца, путем того, как чудесные безделушки открывают свои чудовищные силы. Желание. Мы уже сталкивались с вами с тем, как предметы, а в нашем случае аниматроники, могут впитывать в себя эмоциональные чувства создателя. Как пример, Бэйби, которая была полностью пропитана гневом Генри. Она билась в постоянных конвульсиях, не понимая, из-за чего все это, пока аниматроник не обрел душу. Именно поэтому я считаю, что Спринг Бонни впитал в себя желание кого-то убить. Спринг Бонни является либо созданием Генри, либо же Уильяма. Я до сих пор не очень понимаю, кто из них создал данного робота, потому что Уильям говорил, что Спринг Бонни это его детище, но при этом золотые аниматроники вроде как создание именно Генри. В этом пока разбираться не будем. Суть данного заключается в том, что создатель Спринг Бонни явно был в постоянных мыслях об убийстве. Если предположить, что создатель именно Уильям, то все его мысли могли заключаться в том, чтобы костюм не убил его, если вдруг он сделает ошибку в конструкции эндоскелета. А если учитывать, что создал его Генри, то его мысли могли быть направлены как раз на то, что он яростно желал, чтобы этот костюм убил кого-то. В нашем случае носителя, Уильяма. Хочу заметить, что второй вариант подходит куда лучше, но мы же не будем думать, что Генри злодей. Ну что ж, суть ясна. Таким образом, эндоскелет Спринг Бонни впитал в себя желание убить. Контроль. Уильям оказался тем человеком, что попал под влияние костюма. Возможно, даже не осознавая то, что он находится под контролем страшного существа. Возможно, во второй книге будет написано что-то подобное. Но я пока не знаю, поэтому делаю теорию из того, что знаю. Особенно если учитывать первую главу первой книги, где Спринг Бонни, возможно, является демоном. Тогда это много объясняет и частично подтверждает мои догадки. Так что да, я думаю, Спринг Бонни захватил контроль над разумом Уильяма, что как раз и сделало его зависимым от костюма. Он стал все больше впитывать желания аниматроника, тем самым потихоньку сходя с ума. Одиночество. С желанием убийства пришло и жуткое состояние одиночества, что ослабило разум Уильяма еще больше. Он перестал что-либо чувствовать к своей семье. Именно поэтому в будущем он привяжется эмоционально к убитым детям.
И в итоге все привело к тому, что он стал очень одиноким. И единственное, что у него было, это костюм. Уильям просто теряет контроль над своими чувствами. Лишение рассудка. Приходит пик безумия. Он уже не может контролировать себя, контролировать свои желания, контролировать свой разум, контролировать свои действия. Целиком и полностью став единым разумом со своим костюмом. Именно тогда он совершает свое первое убийство. Последствия. А вот последствия мы с вами уже знаем. Он окончательно стал тем, кого мы увидели в книгах и играх. Он впитал в себя все из костюма, что сделало из него совершенно другого человека. Он уже мог убивать и без костюма, либо же использовать другой. Но при этом он всегда оставался единым со Спринг Бонни. Их дуэт создавал поистине очень сильного и живучего человека. И даже после первой смерти в Спринг Бонни он стал еще более привязанным к костюму. Он был доволен тем, чем стал. Его воскресил сам костюм. И их связь стала еще крепче, что свело Уильяма с ума еще больше. Он уже был зависим от костюма настолько сильно, что просто при любой возможности кого-то убить или с кем-то сговорить, использовал именно его. Когда он стал Спрингтрапом, то он стал действительно единым с ним. Он действительно стал куда больше, чем Афтон. Костюм обрел душу Уильяма, но учитывая то, что их разум уже был единым, к тому времени он ничуть не изменился. В случае с Бэйби было так, что Элизабет впитала в себя гнев, который раньше не имела. Именно поэтому она заметила разницу в своем состоянии. Даже когда Уильям снял с себя костюм, что он сделал в книге, то часть эндоскелета осталась слитой с ним, что как раз и не изменило того, что он был единым со Спринг Бонни. И когда Карлтон увидел его дух, то он менялся на дух золотого кролика и обратно на дух человека. Вот такая вот у меня теория. Но что реально могло произойти с Уильямом Афтоном, мы узнаем позже. Так что я думаю, на этом все. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите обязательно свои комментарии. До свидания от обучающего канона Либерли.